Привет, танкисты! Вышло обновление 9.21. В нем новые условия и оформление личных боевых задач, большие перемены в британской технике, изменение характеристик ПТ и средних танков. У тяжелых все то же самое, и еще замена в составе. Улучшены ЛТ 10 уровня. Type 59 обрел второе дыхание. Балансировщик стал подбирать команды по ролям. Смотрите подробности в обзоре обновления. Личные боевые задачи после обновления 9.21 очень изменились внешне. Впрочем, общая концепция тоже обновилась. Все задачи первой кампании упростили, теперь призовую машину можно взять на технике такого же уровня. Прежний интерфейс справлялся со своей задачей, был информативным и понятным, но немного отдавал бухгалтерии. Теперь все атмосфернее. Есть несколько изменений в системе наград за выполнение 15-й задачи. Девушки-танкистки остаются, а вот наградные листы ушли в прошлое. Теперь, когда игрок выполняет все задачи ветки, он получает компонент танка. Чтобы получить призовую машину, надо собрать двигатель, гусеницы, корпус, орудие и рацию. За выполнение 15-й задачи с отличием выдается бланк приказа. У него очень интересные свойства. Каждый, кто выполнял ЛБЗ, сталкивался с задачей, которую не мог выполнить, и обойти ее возможности не было. Теперь это не проблема. В такую задачу можно заложить бланк приказа. Будет считаться, что она выполнена, но без отличия. Бланк приказа можно забрать обратно, чтобы использовать снова. Для этого надо с отличием выполнить задачу, в которую он заложен. Бывает, что и хотелось бы пройти личные боевые задачи, но есть класс техники, на котором не играешь. Бланк приказа решает эту проблему. Можно заложить 4 штуки в 15-ю задачу и получить нужный компонент танка. Эти бланки тоже можно вернуть. Для этого надо выполнить все задачи ветки, 15-ю с отличием. За сбор всех компонентов игрок получает наградную машину и нашивку второй степени. Если боец выполнит все задачи операции, то в придачу получит для нее набор уникального камуфляжа. За выполнение всех задач с отличием игрок награждается нашивкой первой степени, а камуфляжи будут доступны для всей техники той же нации, что и наградная машина. Боец, который с отличием выполнит все задачи кампании, получит нашивку «Чемпион первой кампании», а вместе с ней почет и уважение других танкистов. Теперь об изменениях техники. Машины альтернативной ветки британских ПТ и ее топ ФВ-4005 Stage 2 не дотягивали до конкурентов. Поэтому ветка изменилась. Челленджер получил новое орудие со средним разовым уроном 280 единиц вместо 150. Башня вращается быстрее, но не на 360, а на 120 градусов. Теперь машина может вести бой как классическая ПТ САУ. Чариотир изменился не так сильно. У него увеличились углы склонения орудий. У первых двух до 9 градусов, у топового в 2 раза. 9 уровень. ФВ-4004 Конвой стал быстрее ездить и крутить башни. Кроме того, получил альтернативное орудие с разовым уроном 600 единиц и углом склонения 10 градусов. У игрока есть выбор, как играть на этой машине. Либо от урона в минуту со старым орудием, либо отыгрывать роль бабахи и так набираться опыта для игры на десятки. ФВ-4005 Stage 2. Грозная машина. Она должна была стать мечтой для любителей больших калибров, но подвели размер и бронирование. Чтобы сгладить эти недостатки, на нее поставили новый двигатель, а угол склонения орудия стал равен 10 градусам. Вдобавок, пушки уменьшили разброс при повороте башни, которая, кстати, стала вращаться быстрее. Еще увеличили углы горизонтальной наводки, а боекомплект расширили с 12 до 20 снарядов. Переходим к британским средним танкам. У них было почти все для игры от рельефа. Прекрасные пушки, отличные углы склонения орудия, обзор, стабилизация. Но не было крепкой башни. Эта ложка дегтя в ТТХ портила всю бочку меда. Теперь приведенная броня лба башен Centurion МК-1, Centurion МК-7-1 и Centurion Action X начинается с 240 мм. Видите холм? Пользуйтесь на здоровье. И вот мы подошли к тяжелым танкам Британского королевства. Машины от 8 уровня и выше были неплохие. Одна проблема — очень разные. Их подровняли, и теперь это универсальные тяжелые танки, по манере игры похожие на Conqueror.
Карнарвон стал медленнее, взамен получил улучшенную броню и новое орудие с большим разовым уроном. Теперь это действительно тяжелый танк. Конкорер тоже потерял в мобильности. Башня вращается медленнее и стреляет уже не так часто. Но все эти жертвы не просто так. Взамен ему улучшили бронирование корпуса и башни. Он может танковать бортом. В команде британских тяжелых танков замена. ФВ-215Б переходит в разряд акционных машин. Вместо него в бой выходит Супер Конкорер. Игра на ФВ-215Б сильно отличалась от того, что предлагали предшественники по ветке. Все потому, что башня у него сзади. Мы решили посадить его на скамейку запасных. Новый топ ветки — Супер Конкорер. Более привычный и понятный танк. Его башня стоит ближе к середине корпуса. Кроме того, она прочнее, чем у ФВ-215Б. Что касается орудия, то оно не такое скорострельное и сводится медленнее. Но стрельба из него приносит такое же удовольствие. Вам нравится ФВ-215Б, и вы не хотите его ни на что менять, и не надо. Если он был у вас в ангаре на момент замены, то там и останется. Вместо одной десятки получится две. Немного о премиум-технике. В обновлении 9.20.1 изменили характеристики легендарного Type 59. Репутация у машины отличная, но возможности уже не те. С тех пор, как Type появился в игре, вышло много машин с лучшей броней, подвижностью или орудием. Поэтому его решили обновить. Теперь пушка Type 59 быстрее сводится и лучше стабилизируется. Стрелять на ходу проще, а выстрел после остановки занимает меньше времени. В машине увеличили боезапас до 50 снарядов. Т-34-3 переделали модель и улучшили броню, усилили корпус и башню. По защищенности он не уступает Type 59. Орудие сделали более комфортным, уменьшили время сведения и увеличили углы склонения. И последняя новость из мира китайских средних танков. 59 Паттону улучшили пробитие бронебойного снаряда до 212 мм. Легкие танки 10 уровня зарекомендовали себя отличными разведчиками, но пушки у них были не очень. Им добавили огоньку. Американскому Шеридану и французскому AMX-13-105 увеличили боекомплект и разовый урон для всех типов снарядов. У бронебойных было 360 единиц, стало 390 единиц. Т-100ЛТ дали больше снарядов и прибавили скорострельность. Китайскому ВЗ-132-1 просто увеличили боезапас. Рейнметал Панцервагену уменьшили разовый урон, но улучшили параметры стабилизации и сведения, увеличили скорострельность и боезапас. ДПМ остался тот же. В общем, изменили машину под роль снайпера. Продолжается перевод техники в HD-качество. В обновлении 9.20.1 16 обновленных моделей, детализированных и красивых. Балансировщик стал более дотошным и собирает команды по типам техники и ролям конкретных танков внутри типов. Например, он различает ИС-7 и Маус, или М46 Паттон и какой-нибудь средний танк с магазинной системой заряжания. В командах должно быть приблизительно одинаковое количество танков, выполняющих ту или иную роль. Естественно, количество может отличаться, однако разница не будет превышать одну машину. Роли выделены для ПТ-САУ, тяжелых и средних танков с 8 по 10 уровень. Легкие танки и артиллерия в такой подробной классификации не нуждаются. У этих классов техники по одной роли. Теперь отличная новость для охотников за улучшенным оборудованием и предбоевыми инструкциями. До обновления 9.20 боны можно было заработать только на технике 10 уровня. Сейчас это возможно, начиная с 4-го. С этого уровня боны начисляются за две категории наград — эпические медали и герой битвы. Чем сложнее получить достижение, тем выше награда. Например, за медаль Колобанова дадут больше, чем за воина. От уровня техники награда тоже зависит. Достижение на десятке принесет больше бон, чем такой же, но на танке ниже уровнем. Полный список наград опубликован на портале. На этом все. Удачи в бою!